Всем привет! В этой серии проведем эксперименты над баги с гусеницами. Попробуем его доработать и поставить на баги гидравлику. Нынче зима выдалась очень снежной, и появилась потребность в уборке снега с большой территории. И как нельзя кстати есть баги-танк, на который я хотел давно поставить отвал или ковш. Так как баги будет толкать не только собственный вес, но еще и снег, нужно увеличить передаваемое усилие на гусеницы. И самое простое, что можно сделать, это уменьшить приводное колесо и сделать его полностью металлическим. Нужно установить вместо обычного колеса с покрышкой приводное колесо в виде шестеренки. Итак, поехали. Для начала нужно снять гусеницы. В наших проектах зачастую приходится полагаться не только на мастерство и опыт, но и на надежные инструменты. Рубанок или дрель, перфоратор или фонарь. Все это приходится либо поддерживать в отличном техническом состоянии, либо искать хорошие аналоги на просторах интернета. Например, я подобрал отличный фонарь от немецкого бренда Einhell. Возможность установить куда угодно. Универсальный аккумулятор платформы Power Exchange, а соответственно и быстрая зарядка. И также удобные габариты делают его вполне привлекательным для наших работ. А еще привлекательным мне показалось предложение от фирмы-производителя. Einhell и интернет-магазин 220volt.ru прямо сейчас проводят акцию, по которой вы можете получить скидку в целых 2200 рублей при покупке стокового инструмента и стартового набора, включающего в себя аккумулятор и зарядное устройство. Делать ничего не нужно, только добавить товар в корзину и приобрести его во время действия акции. В интернет-магазине инструментов 220volt.ru представлено более 150 товаров для дома, сада и автомобиля, от шуруповерта до станков и генераторов. Хотите починить двигатель или разобрать старый холодильник, здесь вы точно найдете, чем это сделать. А моя корзина тем временем уже наполняется отличным инструментом Einhell, да и почему не воспользоваться акцией, чтобы сэкономить целых 2200 рублей. Хотите также? Тогда переходите по ссылке в описании и выбирайте то, что вам действительно нужно. Пока не решили с компоновкой катков, но приводное колесо можно сделать с металлического диска. Просто снять резину и приварить к нему упоры из профильной трубы. Центральные катки тоже придется снять, их будем переносить в другое место. Приводное колесо решили сварить по месту, а упоры сделать из профильной трубы. Кондуктором в этом случае будет гусеница. Нарезали профильную трубу, на диск нужно всего 9 заготовок. Первая неприятность – колесо уменьшилось и гусеница стала задевать за рычаг. Придется его снять и сделать новый, который не будет мешать гусенице. Вот теперь вроде бы все в порядке и можно закручивать диск. После того, как закрепили и проверили, оказалось, что гусеница задевает за верхнее крепление кулака, куда в обычном авто крепится стойка. Решили его срезать, так как в это место крепится рычаг, и вполне хватит одного отверстия. Теперь наконец-то можно проверить, как все работает. Из-за того, что профиль не имеет заострения кверху, гусеница проскакивает и теряет шаг. Можно попробовать сделать пику из того же профиля, распилив его пополам, но боюсь, она получится узкой и погнет все планки на гусенице. И есть более проверенный вариант – сделать зубья из половинок трубы. Одного отрезка трубы хватит на 2 зуба. Чтобы было все ровно, сделали шаблон четверть трубы. Свариваться детали будут в кондукторе. Перед приваркой деталей также разметили колесный диск с помощью шаблона. Получилось такое ведущее колесо гусеничный движитель. Надеюсь, с ним гусеничная лента не будет проскакивать, а так как диаметр колеса стал практически в 2 раза меньше, баги сможет без труда убирать снег. Теперь гусеница не проскальзывает. Появилась еще одна задача. Нужно сделать или подобрать от чего-то небольшой каток, который будет находиться под приводным колесом, чтобы первое не задевало за грунт. Попробовали также поставить стальной диск. И тут картина прояснилась. Колесо находится близко к середине, и баги при трогании будет постоянно раскачиваться, как детские качели. Также гусеница стала большой, и ее придется укорачивать, чего не хотелось делать. Можно, конечно, это исправить переносом задних колес, но не хватит хода приводов. И еще не факт, что маленькое колесо будет нормально работать с таким большим шагом планок на гусенице. Также можно сделать целую гусеничную платформу, но тогда проще построить небольшой трактор. В планах, конечно, есть что-то похожее, но пока нет опыта. Собственно, в этой серии я как раз потренируюсь перед серьезным проектом. Попробовали еще один вариант, и все-таки вернулись к старой проверенной компоновке с катками из обычных колес. Пока будем делать ковш, а по ходу подумаем еще над одной идеей. И решили сделать крепление для ковша в передней части рамы. Капот будет мешать установке, его пока убрали.
Крепиться ковш к раме будет с помощью планки из профильной трубы и нескольких ушей. Сам ковш будет сделан из листового металла. Он будет небольшой и похож на отвал, но все же с помощью него при желании можно перевести немного снега. От листа отпилили две пластины, длиной чуть больше ширины гусениц. Затем сварили их под углом и приварили боковины. Ковш будет находиться на небольшом расстоянии от передней части, главное, чтобы он смог приподняться над сугробом. Опрокидываться ковш будет под своим весом, а держать его будут две защелки с ручным приводом. Возвращаются крюки на свое место с помощью пружины. Поднимать всю навеску будем с помощью 12-вольтовой лебедки, тянет она около тонны. Думаю, в дальнейшем из нее можно сделать мобильную лебедку и вытаскивать будущие проекты из грязи. Единственное место, куда ее можно установить, это крыша. Для нее приварили к навеске профильную трубу и уши под трос. Теперь всю проделанную ранее работу можно протестировать. На защелках полуавтоматический механизм. Открываешь сам, а защелкивается он при опускании ковша. Все работает. Можно обварить навеску, а также сделать нож в передней части ковша. Сделали его из 40-мм пластины. Подумали и решили тягу сделать в виде А-образного рычага. Вдруг снег будет мокрый и тяжелый, а у лебедки дури хватит, чтобы оторвать предыдущий рычаг. На случай, если ковш упрется в камень, сделали упоры в центральную рамку, на которой держатся катки. Все сделано, все проварили. Можно попробовать испытать ковш в деле. За это время погода постаралась и намела такие сугробы, что замело ворота до половины. С трудом, но мне все-таки удалось сквозь них пробиться. Кстати, до этого времени ни разу не ездил по глубоким сугробам. Интересно, как поведет себя багги-танк. Все работает, с этим ковшом действительно можно чистить снег. Единственное, нужно увеличить угол атаки, чтобы ковш не плыл по снегу, а врезался в него. Но загвоздка заключается в другом. У багги не хватает мощности, чтобы развернуть себя даже на скорости в глубоком снегу. В гараже он делает это легко, с трудом на укатанном снегу, но вот глубокий снег ему не под силам. С большим трудом мне удалось развернуть его на 180 градусов. Конечно, это произошло не без последствий. Неплохо так пожег сцепление, так как постоянно приходилось им подыгрывать, чтобы не заглох двигатель. Все-таки с уменьшением приводного колеса была неплохая идея, жаль, что ее не удалось реализовать. Также у меня в этот день так и не получилось заехать обратно в мастерскую. Заезжать нужно было под горку, да еще и гусеницы ввязли в снегу. Решил подождать следующего дня, когда укатанный снег затвердеет. И действительно, по твердому снегу заехать не составило большого труда. Пока ждал следующего дня, пришла в голову одна безумная идея. Так как в будущем я хочу построить бортповоротный мини-погрузчик, почему бы мне не потренироваться с багги в этом деле? Тем более у меня уже куплены основные компоненты гидравлики. Для начала сняли коробку, интересно посмотреть, что там случилось со сцеплением. Кстати, коробку на место ставить не нужно, ее заменят два гидромотора. Маховик особо не нагрелся, да и на диске сцепления еще ездить и ездить. Первое, что нужно поставить, это гидронасос, сердце всей гидравлической системы. С помощью него будет создаваться давление масла. Взяли НШ-16, чтобы попробовать, его вполне хватит. Он не имеет подшипников, и его лучше установить через привод от МТЗ, в корпусе которого есть два подшипника. Привод с насосом будут прикручены к плите и установлены перед маховиком. Соединять насос и коленвал буду с помощью фланца и приваренного к нему и к приводу МТЗ вала.
Приварили кронштейн насоса на переходную плиту коробки. Плиту насоса прикрутили через цилинблоки, так как стопроцентной соосности добиться не получилось. Далее идут гидромоторы. Это аналог МГП-250, довольно-таки серьезная штука, с крутящим моментом в 450 ньютон-метров. На его вал нужно выточить втулку. Попробовал новый очень простой способ вырезания шпонки. После проточки паза сверху надевается еще одна муфта, и все обваривается по торцу. Единственное, после сварки нужно пройтись разверткой, так как размеры могут уйти. На муфты нужно приварить фланцы коробки передач, и они смогут прикручиваться уже к установленным приводам без переделки. Теперь гидромоторы можно прикрутить к приводам. Отрегулировали высоту и приварили кронштейн гидромотора к стальной плите. Таким же образом сделали крепление для правого гидромотора. Управлять ими будет болгарский двухсекционный распределитель. Нужно найти удобное для него место в кабине багги. Сразу прикрутил пару рукавов высокого давления для примерки. Расположение оказалось не совсем удобным, распределитель нужно опускать ниже. Для этого перенесу подачу и обратку так же, как и другие шланги вверх, поменяв местами штуцер и заглушку. Теперь распределитель находится внутри кабины, в удобном расположении и не мешает водителю. Далее можно соединить распределитель с гидромоторами. Также с помощью РВД-шлангов подключили насос. Осталось сделать гидробак, в котором будет находиться масло. Сделали его сразу с запасом на 16 литров. На нем есть заливная горловина, а также резьба для подачи и обратки. А фильтр для масла будет находиться снаружи. Залили в него гидравлическое масло марки ВМГЗ. Обратку пока не стали прикручивать для проверки системы. Проверили все компоненты и поняли, что нам продали не тот насос, он левого вращения. Менять нам его, конечно же, отказались со следами эксплуатации, пришлось покупать точно такой же насос, но с правым вращением. Заменив насос, попробовали покрутить коленвал. Кстати, двигатель будет заводиться точно так же. Масло прокачалось до обратки, и вроде бы все соединения оказались сухими, а значит можно заводить двигатель и попробовать проверить всю установку. Обороты двигателя выставили около 2500, так как это номинальные обороты насоса, которые лучше не превышать, будет быстрый износ и КПД у насоса снизится. Вперед и назад багги двигается без проблем, но вот когда хочешь повернуть, двигатель начинает глохнуть. И ему не хватает крутящего момента на таких оборотах, чтобы прокрутить насос, а соответственно гидромотор и гусеницу. Повернуть можно, но только сходу. Конечно, досадно, но без этого не обходится ни один эксперимент. Но выход, как всегда, есть. Можно поставить редуктор между коленвалом двигателя и насосом. Например, можно сделать цепной привод со звездочками разного диаметра. Думаю, редукции 1 к 3 точно должно хватить. Также можете свои советы оставлять в комментариях. Как итог этой серии, я доволен проделанной работой. Наконец-то получилось поработать с гидравликой. В принципе, в этом нет ничего сложного, но есть свои нюансы, как и в любом другом деле. Мы не будем сдаваться и в следующей части постараемся исправить все недочеты. И наконец-то почистим снег с помощью багги. А пока всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, увидимся в следующем видео.